Всем привет, мои дорогие! Я снова приветствую вас на своем YouTube-канале. Этот канал о том, как создавать свою жизнь легко и играючи, с любовью, как получать все, что ты хочешь от жизни и даже больше. Я благодарю вас за просмотр, я благодарю за то, что с каждым днем вас становится все больше и больше. И я благодарю за то, что у меня есть эта возможность делиться всем тем, что я прошла на опыте, и то, что действительно мне помогает создавать абсолютно все, что я хочу. Отношения, деньги, реализацию, деятельность, здоровье. И я желаю вам счастья, и я посылаю намерение на то, чтобы каждое мое видео улучшало вашу жизнь, трансформировало ее в лучшую сторону, и чтобы каждое мое видео сеяло семена в вашем сознании, которые рано или поздно прорастут. И сейчас я подниму мою самую любимую тему искусства строить любовные взаимоотношения на высоких вибрациях. В этом ролике я поделюсь абсолютно всеми своими базовыми навыками и техниками, всем своим опытом, который у меня есть для построения действительно качественных, сердечных, любовных взаимоотношений. Ведь взаимоотношения — это одна из базовых потребностей каждого человека. И действительно истинный синхрон мужского и женского рождает что-то вот такое очень сильное, масштабное. Отношения — это некий такой фундамент, тот самый дом, в который хочется прийти, окунуться, укрыться, спрятаться от всего, и тебе будет хорошо. Любые отношения — это падения и взлеты, это хорошо и плохо, это когда люблю и ненавижу, это все про это не только все хорошо, бабочки, цветочки. Конечно же, каждая пара проходит периоды тогда, когда больно, тогда, когда все кажется, что конец, периоды сомнений. Особенно на начальных этапах каждая пара после влюбленности проходит период эго. И многие именно на периоде эго расстаются. И в этом ролике я поделюсь всеми техниками и практиками, которые помогают более экологичней прожить период эго, когда начинается войнушка, когда ты видишь самое плохое в этом человеке, а хорошего ты просто не видишь. Вот этот момент притирки, как его пройти, чтобы остаться на уровне сердца. Ведь в осознанных отношениях, которые строятся на высоких вибрациях, каждая ссора, каждое недопонимание, каждая боль, каждое столкновение лбами выводит пару на уровень выше. Ни в коем случае не отдаляет и ни в коем случае не закрывает. Только уровень выше, уровень выше, уровень выше, уровень выше. Тем самым мужское и женское в каждом из партнеров также растет, эволюционирует, и личности растут, меняются. Рост личности в паре просто умножить на 100, чем отдельно каждого из партнеров без пары. Отношения — это круто, отношения — это сильно, и я желаю каждому искренне встретить свою вторую половинку, человека, с которым будет хорошо, и человека, который предназначен тебе судьбой, которого вы сами себе создаете, и с которым вы растете, с которым вы меняетесь. Для меня очень важно, чтобы с партнером были одинаковые ценности. То есть, встречая партнера, выбирая себе партнера, прежде всего я узнаю его, а куда он идет по своей жизни. Ведь мужчина — это корабль, это капитан корабля. Мужчина ведет, а женщина наполняет всю эту дорогу смыслом и красотой, своим наслаждением, своими вибрациями высокими, этим магнетизмом определенным. А куда мой мужчина идет? Хочу ли я вообще идти той дорогой? Это ли моя дорога? И если этот мужчина и его путь, его цели, его намерение, его миссия
мне подходит, мне внутри откликается, то да, окей, я иду. Дай мне руку, и я пойду за тобой. Я помогу тебе наполнить нашу жизнь смыслом, красотой, восхищением и удовольствием от каждого мгновения. И выбрав определенного партнера для себя, для взаимоотношений, да, я выбрала этого мужчину, да, он капитан нашего корабля, и мне подходит его курс, я готова усилить это. И после этого необходимо осознать, что да, это мой истинный выбор. Если я в этих отношениях, то я всецело своим сознанием, своим сердцем я здесь. Например, этот год для меня был про честность и верность прежде всего к себе и, соответственно, к своему партнеру. И только через эту честность, через эту верность своим чувствам, своим ощущениям раскрывается сердце. И только через осознанный выбор пара выходит в пространство сердца. А пространство сердца, искренности, честности и верности – это база, это фундамент для осознанного роста. И только через сердце, и только через честность, правду можно пройти осознанно путь этих отношений. Быть может, это кармический ваш партнер, родственная душа, близнецовое пламя. Только через честность мы можем распутать узелки и стать ближе, да, либо разойтись. У каждого свое. Пространство сердца, честность и любовь – это очень важно. Для меня отношения – это некое пространство сада, где я выращиваю то, на что направляю свое внимание. В личности моей и моего мужчины посажено очень много семян и хорошего, и плохого. И только я силой своего женского внимания взращиваю то, что происходит в реальности. Для меня в отношениях очень важно всегда двигаться со знаком плюс. Со знаком плюс это значит фокусироваться только на хорошем, поливать только хорошие качества в себе, в своем мужчине. В этом идет принятие человека таким, какой он есть. И такой, какая есть я. У каждого есть и хорошее, и плохое. Мой выбор по жизни – опираться на свои хорошие моменты, на позитивные аспекты своей личности и, отталкиваясь от них, расти, идти дальше, эволюционировать. Так же само просто прорабатывая негативные и плохие качества, просто иную сторону себя. Они тоже есть. Я тоже не Божий одуванчик, и мой мужчина не Божий одуванчик. Но женщина своей маленькой магией, своим маленьким фокусом внимания может воссоздать вот это волшебство света, любви и добра в паре. Фокусируясь на щедрости своего мужчины, на его ответственности, на его доброте, на его уверенности в себе, целеустремленности, на том, какой он сильный, как часто он дарит подарки, как он окутывает заботой и так далее. Только смотреть на позитивное, на позитивное, на позитивное. Аналогичное на себе, какая я женственная, какая я сексуальная, какая я хозяйственная, какая я сильная, красивая и слабая одновременно, по-своему, по-женски. Какая я муза для своего мужчины, какая я любовница для своего мужчины, какая я берегиня домашнего очага. И поливать себя в определенных моментах, и расцветать как цветочек, и своего мужчину поливать. Это очень сложно, но возможно в сложные периоды, когда больно, когда хочется убежать и все разрушить. А попробуйте обратить внимание на вот эти вот позитивные росточки и поливать их.
а что хорошего я вижу, а за что я благодарю. И двигаться со знаком плюс, 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 плюс. И правда, вы заметите, как через время вы начнете меняться, пара начнет меняться, и будет прорастать именно то, на что вы как женщина обращаете свое внимание. Это действительно работает. Я рекомендую вам искренне попробовать быть самым лучшим садовником в своем саду. Аналогично, обсуждая с подругами, какой ваш мужчина такой-сякой, вы поливаете плохие сорняки, и они прорастают потом в вашей реальности, в вашей паре. И я знаю, что прорастает то и прорастает то. Мой выбор на хорошем. Так как я выбираю осознанные отношения на высоких вибрациях, я выбираю наполнять свою жизнь позитивом. И если я с этим мужчиной в паре, если я выбрала его капитаном корабля, то он самый крутой и самый классный. Он самый щедрый, самый богатый, самый заботливый, самый верный и так далее. А если мужчина такой, то, соответственно, я ему соответствую. Я женственная, я мудрая, я сексуальная, я манкая, я хозяйственная и так далее. Понимаете, как это работает? Конечно же, для того, чтобы мыслить со знаком плюс и видеть все самое хорошее, необходимо какой-то промежуток времени поработать со своим подсознанием. Какие убеждения во мне сидят по поводу отношений, по поводу мужчин, по поводу женщин. Все это повыписывать у себя в блокноте, на листочках. А что я думаю про мужское, про женское, про отношения вообще. И потом сесть и с честности по отношению к самому себе посмотреть, вообще такая картина меня устраивает или нет. И потом заново прописать новые убеждения. Если я не верю в любовь, все мужчины козлы. Нет, зачеркнуть и написать: я верю в любовь, я достойна любви. Все мужчины верные, заботливые, щедрые. И я достойна быть женой любимого мужа. Я достойна быть любимой женщиной любимого мужчины. Любовь летит в мою жизнь, я принимаю любовь, я открыта любви. Если сидит убеждение, что я не женственна, я должна работать как конь, все контролировать, а мужчина должен, допустим, сидеть дома, и вот пусть сидит, лишь бы был рядом, то нет. Я позволяю своему мужчине раскрывать свои наилучшие качества, мужские. Я позволяю мужчине раскрыть его потенциал, я его усиливаю, я его вдохновляю. И я достойна быть сильной в своей слабости. Я смело проявляю свои слабости, я говорю о том, что я хочу, как я хочу. Ведь как влюбить в себя мужчину? Это быть сильной в своих слабостях. Это быть плодотворной почвой, а не сухой. Это быть рыхлой почвой в этом саду. Это значит благодарить, постоянно за все благодарить, за все, что он делает, все, что он говорит, внутри себя, ему лично это говорить. Понимаете, благодарность, она усиливает мужчину как героя и раскрывает вашу слабость по-женски, вот эту вот самую главную, самую манкую, которая так необходима и мужчине, и вам. Как влюбить в себя мужчину? Это быть довольной всем, что есть, это наслаждаться, это вкушать эту жизнь. Вау, какой цветочек, вау, какой кустик, вау, какое небо. Какая красивая у нас квартира, какая красивая я, какой превосходный ты, какой чудесный день, понюхай, как пахнут цветы. Понимаете, вкушать эту жизнь вкусную.
Ведь мужчины в большинстве своем, они этого не замечают. Они летят к цели, стремятся. У них очень сильно развита первая чакра, а у нас вторая, на которой мы отдаем наслаждение, сексуальность, свою вкусную жизнь, манку и вот этот вот магнетизм, понимаете? И именно на этой плодотворной почве, благодарной, довольной всем, благоухающей, через легкость прорастает абсолютно все. Все хорошее, все позитивное. И прорастают и деньги, и улучшается качество жизни, качество здоровья, качество отношений. Понимаете? Опять-таки, для того, чтобы смотреть со знаком плюс более качественнее, необходимо проработать маму и папу. Это очень важно. И для того, чтобы стать берегиней своего домашнего очага, необходимо иметь гармоничные отношения с мамой и с папой, принимать силу папы, тем самым принимая свое мужское внутри себя, и принимая мудрость мамы, женственность, красоту, тем самым принимая женское внутри себя. Для меня это одно из самых главных. Мама, папа, баланс мужского и женского внутри, и, соответственно, более целостная личность. Более целостная личность может выстроить гармоничные, более целостные отношения. Практики проработки отца, проработки родителей я записывала ранее, и также я буду записывать далее. Я поделюсь по ссылке, поэтому пробуйте. Писать письма родителям, прощать родителей, говорить родителям «я тебя люблю». Даже если это так сложно, то вы делаете это прежде всего для себя. У меня есть множество примеров, где женщины, мужчины, они не могут обнять папу, обнять маму, сказать родителям «я тебя люблю», «я благодарю тебя за все», нет принятия. А если нет принятия родителей, то нет принятия своих внутренних моментов. Есть момент непрощения, а тем самым узелка такого кармического внутри. И он будет тянуть вот деструктив в отношения. Деструктив с мужчиной, деструктив со своим женским проявлением. Это очень-очень важно, правда. Все настолько взаимосвязано, и необходимо по чуть-чуть распутывать эти все узлики для того, чтобы расцвести и дать своим отношениям расцвести, дать этому саду проявиться и благоухать. Понимаете? После того, как вы научили себя мыслить со знаком плюс, вектором плюс, давать прорастать тому, что наполняет вас и ваши отношения, необходимо осознать свободу души, свою свободу души и свободу души вашего партнера. Рядышком с вами абсолютно свободная душа, свободная в своих проявлениях, своих желаниях, своих стремлениях. Отношения — это не тюрьма. Отношения — это не должностные обязанности через «не хочу». Отношения — это свобода, но для того, чтобы две свободы сошлись, и было как можно меньше претензий, каких-то обвинений, необходим определенный контракт душ во взаимоотношениях. Отношения — это проект. И для того, чтобы более качественнее его возвести, на начальных этапах необходимо прописать свои истинные желания и истинные обязанности, скажем так. Что мне необходимо делать как женщине в этих отношениях? И чего ожидает от меня мужчина, что ему важно. И аналогично, что должен делать мужчина. Прописать эти все пункты. И что для меня важно, как для женщины. Для того, чтобы я расцветала как женщина, опираясь на своего мужчину. И мой мужчина расцветал
как мужчина в своих наилучших мужских качествах, полагаясь на меня как на женщину. Об этом изначально необходимо договориться. Например, в нашей паре висели списки. Висели списки, что необходимо мне как женщине и что необходимо моему мужчине. И только опираясь на эту договоренность, мы шли дальше. Мы возвышали наши отношения и добавляли что-то новое, так как отношения растут, и появляется что-то новое. Договоренность в паре — это очень важно, и я рекомендую каждой женщине проследить за этим, создать некий контракт, кодекс семьи, кодекс пары, опираясь на который вы можете взращивать себя и переходить каждый раз на новый уровень. Каждый раз что-то дописывать, что-то менять, что-то улучшать. Женщине с каждым разом, с каждым днем больше желать, больше позволять, больше хотеть. Каждый раз расширять отношения, расширять зону взаимосвязи мужского и женского. Ведь отношения — это зона ответственности женская. Ведь воссоздав вот это вот женское, семейное внутри, и опираясь на это, женщина может поистине проявиться вовне, в своей миссии, самой главной. И опять-таки в более осознанных отношениях, построенных на высоких вибрациях, сейчас очень много таких пар уже появляется. В объединении этого мужского и женского рождается общая миссия. Миссия нести свет, нести добро и помогать людям. Но только тогда, когда эти оба, они разберутся со своими тараканами и подойдут ближе друг к дружке на уровне сердца. Ведь только через сердце можно транслировать дальше свет и любовь. Но для того, чтобы транслировать женщине, для того, чтобы выйти вовне свет, необходимо начать для начала пропускать этот свет своему мужчине, несмотря ни на что, безусловно. Вот ты смотришь, он кричит, он злой, он что-то там ругается, гневается. Всякое бывает. Вот ты смотришь на него, и ты мысленно через свое сердце этот вот космический божественный поток любви ты пропускаешь через сердце и даешь ему. Вот он что-то там кипишится, а ты ему свет и любовь посылаешь. Ты его обнимаешь этой любовью. Его сердечко ты его окутываешь. Несмотря ни на что бы он ни сказал, что бы он ни сделал. Это такая же свободная душа. Это твой партнер, твой любимый человек, твое отражение, твоя частичка. Это ты сам, только в своем противоположном проявлении. Вот практика вам, кстати, как Хоупанапона, как я желаю тебе счастья. Практика вот для работы с сердечком. Я посылаю тебе любовь. Вот ты видишь своего партнера, вот что-то вы там ругаетесь, что-то обсуждаете, это гневливо. Женщине ни в коем случае не входить в гнев. Вот через сердечко я посылаю тебе любовь и мысленно ему отдавать. Даже если там с ушей кипит, вот пусть кипит, а вот через сердечко отдавать. И научившись это делать в паре, потом легче всего вот это вот сердечко, трансляцию это вынести вовне. Я посылаю тебе любовь, я посылаю вам любовь. Через сердечко открытое, которое готово ко всему и которое трансформирует все в свет и любовь. Женщина — это транслятор любви и света. Женская сердечная чакра, она очень мощная. И через сердце женщина отдает мужчине. Опять-таки, как через чакру наслаждения, она отдает ему эту манкость, это наслаждение, этот вкус жизни. Аналогично она отдает ему любовь. И мужчины влюбляются в таких женщин, которые отдают безусловно, умеют своей магией внутренней женской обнимать, несмотря ни на что. Даже если мы завтра разойдемся, даже если нам не по пути,
то я выбрала тебя на определенный промежуток времени, и я посылаю тебе любовь. Даже если тебя сейчас уже нет в моей жизни, мы разошлись, я все равно посылаю тебе любовь. Вот в этом сила на самом-то деле. А особенно, если я сейчас с тобой в паре, если ты мой муж, если ты отец моих детей, только через сердце взаимодействие, только через сердце, это сила на самом-то деле, это и есть вот эта вот мудрость, это есть берегиня очага домашнего, это есть муза для мужчины. В отношениях очень важно искусство маленьких шажков. Каждый день что-то делать для отношений, каждый день что-то делать для партнера, подарить какой-то подарочек, приготовить какую-то вкусняшку, подойти поцеловать, обнять, сделать массажик, пригласить на свидание, мужчинам подарить цветочки и так далее. Искусство маленьких шажков, каждый день на 1% улучшать их, улучшать отношения, выводить их на новый уровень, понимаете? И тогда в глобальном масштабе это просто будет махина, такой корабль, где мужчина главный капитан, а женщина, она настолько рассадила этот корабль, как сад, благоухающими цветами, плодородными деревьями. Мужчина задает курс этому всему, а женщина наполняет таким смыслом, создает такую глубину этому всему. Благодаря мужчине и женщине и этому взаимодействию рождается что-то очень сильное. Рождаются очень сильные здоровые детки. Рождается общая глобальная миссия во благо людей. И сейчас все больше и больше таких соединений в парах, все больше и больше осознанных людей, осознанных отношений. И для меня очень важно действовать через сердце. Каждая пара проходит период эго в начале отношений. Каждая пара. Даже самых осознанных людей, божьих одуванчиков, ангелочков. Каждая пара сталкивается лбами. И на этом начальном этапе год, полтора, два, у каждого по-разному, может у кого-то полгода. Я рекомендую пользоваться практиками прощения. Хоупанапона, я желаю тебе счастья. Вот как я вам сказала в этом видео, я посылаю тебе любовь. И обнимать этой любовью мысленно, ментально, через сердечко, видеть, как эта энергия исходит из ваших глаз и обнимает партнера. Работать со своими убеждениями, ограничениями, с подсознанием. Прописать договор, кодекс семьи, кодекс этих двух свободных душ, которые согласны сотрудничать вместе и создать проект как семья. Понимаете? И тогда можно осознанно пройти вот все этапы взаимоотношений и дать что-то очень ценное этому миру через эту пару. А если вы только желаете встретить своего любимого человека, то медитировать, представлять его, как это, когда вы в паре, какая вы, когда вы в паре, какие качества вы будете открывать в себе, развивать в себе, для чего вам эти отношения, какая цель взаимоотношений, и притягивать этого мужчину, работать через принятие, позволение себе самого лучшего, ухаживание, подарков, любви. Ведь только эта женская чаша позволения себе, она включает такой магнетизм для пары, уже когда она создается, для семьи. Чем больше женская чаша позволения себе, я достойна, я богиня, я царица, я муза, я берегиня, я лучшая любовница для своего мужа и так далее, включается изобилие для пары, для семьи. Приходит много источников заработка. Качество жизни улучшается, вибрации улучшаются. Вибрации повышаются, больше перехода в свет и любовь, в позитив, из страха в любовь.
шаг за шагом. У женщины внутри очень много сокрыто, и этим необходимо осознанно пользоваться этими всеми ключиками, творить свою жизнь, создавать отношения. Я искренне желаю вам встретить своего любимого человечка, своего любимого мужчину, либо женщину, и действительно построить те отношения, которые вы хотите, и даже лучше. Раскрыть свои наилучшие качества в паре, быть свободными и счастливыми, становиться свободными и счастливыми самой и помогать партнеру освобождаться, помогать партнеру также чувствовать свой путь, познать себя и себя тоже как женщину познавать, и всегда говорить, как я хочу, чего я хочу, но и прислушиваясь к партнеру, а где его путь, где его дорога. И действовать через сердечко, через сердечко, через сердечко. Я благодарю вас за просмотр. Пишите свои комментарии, оставляйте вопросы. Я искренне рада, что я записала это видео, потому что думала, что не получится. Было очень много моментов, которые меня выталкивали с этого поля этого видео. Но так как оно вышло сегодня, значит, так должно быть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч!